Клубника – это яркий, сочный плод, который на протяжении многих столетий привлекает внимание. И, конечно, я не видел человека, который не любит клубнику. Это не только вкусная и освежающая ягода, но и ценный источник питательных веществ и антиоксидантов. В клубнике содержится много биологически активных соединений, которые укрепляют наш иммунитет и дают прилив энергии. В этом видео я расскажу вам о клубнике и о ее удивительных, полезных и лечебных свойствах. Досмотрите ролик до конца и не забудьте поделиться этим видео с близкими людьми. Обязательно подпишитесь на наш канал, а также нажмите на колокольчик. Не пропускайте ни одной нашей новинки. Будет очень интересно и полезно. Давайте отправимся в увлекательное путешествие в историю и расскажем вам о роли клубники в медицине. История клубники начинается еще со времен древних цивилизаций. Уже в Древнем Египте и Древней Греции ее использовали в медицине. Клубничные листья применялись как средство для лечения расстройств желудочно-кишечного тракта, заболеваний печени и даже для укрепления зубов и десен. В средние века клубника продолжала занимать важное место в медицине, и ее использовали для лечения расстройств пищеварения, повышения аппетита и даже как средство от похмелья. Средневековые врачи также применяли клубничные листья для облегчения боли в суставах и лечения кожных проблем. В научных исследованиях в XIX веке началась более систематическая работа по изучению клубники и ее потенциальных медицинских свойств. Ученые обратили внимание на ее богатый состав витаминов, минералов и антиоксидантов, что привело к дальнейшим исследованиям и открытиям. Химический состав и польза. Клубника – это хороший источник витамина С, который является мощным антиоксидантом и помогает укрепить иммунную систему, поддерживает здоровье кожи, способствует заживлению ран и улучшает поглощение железа. Клубника также содержит витамин К, который необходим для свертываемости крови и здоровья костей, а также витамин А. Этот элемент очень важен для здоровья глаз. Клубника богата минералами, включая в себя калий. Он помогает регулировать уровень жидкости в организме, поддерживать нормальное сердечно-сосудистое функционирование и помогает снизить артериальное давление. А марганец необходим для образования костной ткани, он участвует в обмене веществ. Этот элемент поддерживает здоровье сердца, мышц и нервной системы. Ягода содержит в себе различные антиоксиданты, такие как антоцианы, эллаговая кислота и флавоноиды. Антиоксиданты помогают защитить клетки от повреждения свободными радикалами и снижают воспаление в организме. Могут иметь противораковое действие. Также в ягоде содержится значительное количество пищевых волокон, которые способствуют нормализации пищеварения, улучшают функцию кишечника и помогают контролировать уровень сахара в крови. Волокна также способствуют ощущению сытости и помогают поддерживать здоровый вес. Клубника содержит различные фитохимические соединения, которые могут оказывать положительное влияние на здоровье. Например, эллаговая кислота, присутствующая в клубнике, имеет антибактериальные свойства и может помочь в борьбе с инфекциями. Также она обладает противораковыми свойствами. Кроме этого, в ней содержится набор биологически активных веществ, которые, по мнению ученых, вносят большой вклад в систему защиты организма и снижает риск развития различных воспалений. Клубника – это поддержка здоровья мозга. Регулярное потребление клубники может оказывать положительное влияние на здоровье мозга. Антиоксиданты и флавоноиды, содержащиеся в клубнике, могут помочь улучшить когнитивные функции, снизить риск нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, и повысить память и концентрацию. Однако, несмотря на все полезные свойства клубники, стоит помнить, что у каждого человека может быть индивидуальная реакция на продукт. У некоторых людей клубника может вызвать аллергию, проблемы с пищеварением. Кроме того, важно употреблять клубнику в соответствии с рекомендациями умеренно, чтобы избежать возможного воздействия на уровень сахара в крови. Опасные свойства клубники. Клубника обладает множеством полезных свойств, но необходимо учитывать потенциальные негативные аспекты. Давайте поговорим о ее потенциальном влиянии на наш организм. Плод является популярной и вкусной ягодой, но есть некоторые негативные последствия при употреблении клубники. Например, аллергические реакции. Клубника может вызвать аллергическую реакцию у некоторых людей. Симптомы могут включать в себя зуд, покраснение кожи, отек губ, затрудненное дыхание и даже анафилактический шок.
Если вы подозреваете, что у вас есть аллергия на клубнику, непременно обратитесь к врачу для диагностики. В клубнике содержатся, вы никогда не догадаетесь, о чем я расскажу сейчас, содержатся оксалаты, которые могут способствовать образованию камней в почках у людей, предрасположенных к этому. И если в вашей истории болезни есть записи об образовании камней в почках, то крайне рекомендуется обсудить употребление клубники с вашим лечащим врачом. Пестициды. Клубника может быть обработана пестицидами и химическими веществами в процессе выращивания. И если вы употребляете неорганическую клубнику, возможно, вы также потребляете остатки этих веществ. Крайне рекомендуется тщательно мыть ягоду перед употреблением. Клубника обладает низкой кислотностью, что может вызвать дискомфорт в желудке у людей, страдающих гастритом, язвенной болезнью желудка или рефлюкса кислоты. Если у вас есть подобные проблемы, рекомендуется ограничить потребление клубники или обратиться к врачу за консультацией. Также существует риск подхватить инфекцию, особенно если клубника не была должным образом вымыта или хранилась неправильно. В таком случае она становится источником бактерий или паразитов, что может привести к пищевому отравлению или инфекционным заболеваниям. Важно проследить за тем, чтобы клубника была свежая и хорошо промытая перед употреблением. Свежая или замороженная клубника. Клубника наиболее полезна в свежем виде. Свежая клубника сохраняет большую часть своих полезных свойств, поскольку не подвергается тепловой обработке, которая может разрушить некоторые питательные вещества. Она является низкокалорийной и содержит важные витамины и минералы, такие как витамин С, витамин К, калий и марганец. Отмечается, что у клубники низкий гликемический индекс, что делает ее более подходящей для потребления при диабете. Однако, как и при любом заболевании, важно соблюдать меру и консультироваться с врачом или диетологом. Касательно диеты и режима питания, замороженная клубника больше подходит именно таким людям. Несмотря на то, что замороженная клубника теряет некоторые полезные свойства по сравнению со свежей, все же остается ценным источником питательных веществ. Она может быть хорошей альтернативой в тех случаях, когда свежие ягоды недоступны или несезонные. Только важно отметить, что при покупке замороженной клубники следует обращать внимание на качество и отсутствие добавления сахара. Соответственно, выбор между свежей клубникой или замороженной и продуктами на ее основе, такими как варенье или джем, зависит от индивидуальных предпочтений и потребностей. Каждый имеет свои предпочтения относительно вкуса и текстуры клубники. Но важно помнить, что клубника – это сезонный продукт. Для получения максимальной пользы рекомендуется употреблять ее в свежем виде. Надеюсь, вы узнали много интересного и полезного о клубнике. Напишите в комментариях, какую клубнику вы любите и в каком виде вы предпочитаете ее употреблять. Будет очень интересно. А сейчас я вам рекомендую посмотреть мое другое видео, где я рассказываю про арбуз. Вы узнаете о всех полезных свойствах и кому противопоказана эта ягода. Ссылку оставлю в описании к ролику и закреплю в верхнем комментарии. Непременно посмотрите это видео, там очень полезная информация. А если вам понравился этот ролик, то поставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Берегите себя и будьте здоровы!